Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу с вами разобрать рецепт нашумевшего сейчас в интернет-пространстве шоколадного крема чиз без масла и без сливок, который готовится буквально из 3 ингредиентов и даже без применения миксера. Готовится этот крем буквально в блендере, можно готовить его в измельчителе. Крем получается очень шелковистым, очень однородным, без дырочек, без разрывов. И в этом видео разберем все плюсы и минусы данного рецепта. Итак, сначала я приготовлю вариант на молочном шоколаде. Здесь у меня 300 грамм творожно-сливочного сыра и 30 грамм сахарной пудры. Как вы видите, я это все буду взбивать сейчас в измельчителе. С миксером, сразу говорю, можно делать, но получится хуже, потому что будут разрывы. Творожно-сливочный сыр я достала из холодильника за полчаса до его использования сейчас, то есть полчаса он полежал у меня при комнатной температуре. И вот на данном этапе я его пюрирую вот таким образом, примерно минуту-полторы минуты. Все будет зависеть от мощности вашего кухонного прибора. Также можно его и в блендере, конечно же, крем готовить. Вот такая масса получается. Добавляю туда 150 грамм молочного шоколада, который я растопила импульсами в микроволновке. Температура шоколада не должна превышать 30 градусов Цельсия. От 26 до 30 градусов должна быть температура шоколада. Повзбивала где-то примерно минуту-полторы. Вот такая действительно идеально глянцевая текстура получается у этого крема. Крем этот, конечно, идеально подходит для начинки. Он очень вкусный, у него необычный очень вкус такой. Очень хорошо сочетается со взбитыми сливками. То есть в торте он как такая шоколадно-сливочная помадка, слегка с солоноватым привкусом. То есть вот напоминает чем-то такие хорошие конфеты ручной работы по вкусу. Сейчас, так как шоколад был, конечно же, теплый, мы его уберем в холодильник. Чтобы, допустим, им украшать или выравнивать тортик, нужно убрать его слегка в холодильник, где-то на полчаса накрыв крышкой. Теперь приготовим версию из темного шоколада. Здесь я растопила в микроволновке 150 грамм темного шоколада 60% какао. Здесь у меня 300 грамм творожно-сливочного сыра и 50 грамм сахарной пудры. Лучше всего использовать сыр Филадельфия в идеале. Но я здесь намеренно взяла самый дешевый сыр. Здесь, так как у нас уже сахарной пудры было больше, конечно же, немножко текстура меняется у самой массы. И добавляем, опять же, шоколад не выше 30 градусов Цельсия. И сейчас будем взбивать примерно 1,5–2 минуты в общей сложности, уже после введения шоколада в массу. Сейчас покажу вам, вот когда я минуту повзбивала, какой будет консистенция масса, чтобы вы это видели. То есть готовится это все элементарно просто. Все это можно готовить и погружным блендером. Конечно, погружным это не так удобно готовить, чем вот в измельчителе или в блендере просто. Итак, вот так вот выглядит масса после минуты взбивания. Видите, то есть еще есть разрывы в массе. И этого еще недостаточно. Сейчас собираю все остатки белого сыра с боков посуды. И еще примерно около минуты я буду сейчас всю эту массу взбивать дальше. Мощность прибора здесь этого кухонного у меня 400 Вт. То есть зависит все от мощности вашего прибора. Возможно, если он у вас мощнее, вам понадобится меньше времени. Крем готов. Вот такая глянцевая масса в итоге у нас получается с самым дешевым сортом сыра. Конечно, можно брать и 70% шоколад, но тогда будет вкус у крема более терпкий. Сейчас, так как он вот еще у меня такой достаточно теплый, этот крем, я его, конечно же, на полчаса уберу в холодильник. Обязательно накрываем пищевой пленкой не в контакт, а сверху. И этот крем относится к тому разряду шоколадных кремов, которые слегка заветриваются в холодильнике. То есть, если вы хотите делать с ним готовые изделия, лучше это изделие, допустим, украсить капкейки, поставить их уже в коробочку или в какую-то упаковку и в этом виде уже поставить в холодильник. Вот это вот один из минусов этого крема, вот что я для себя
отметила. А так, в принципе, крем очень необычный на вкус, не похожий ни на какие другие кремы. Он не похож на крем-чиз шоколадный на масле. Он имеет более выраженный вкус топленого сыра. Вот так сейчас выглядит крем, который я достала из холодильника. Где-то полчаса он у меня простоял в холодильнике. Сейчас покажу вам, как он отсаживается из кондитерской насадки. Крем очень хорошо держит форму, но после его приготовления обязательно его нужно поставить в холодильник. Крем действительно очень шелковистый, без разрывов, он очень глянцевый. И то, что он слегка подвижный, даже на данном этапе его просто нужно убрать в холодильник, как я уже сказала, накрыв его уже либо упаковкой готового изделия, либо в какой-то контейнер поставить, и он прекрасно будет у вас блестеть уже в виде готового изделия. В следующем видео я кремом на молочном шоколаде буду выравнивать тортик. А вот так выглядит крем на темном именно шоколаде. Вот лучше его, конечно, использовать для украшения. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.